Глава 1181. Новости о 3 женщинах. Он посмотрел на талисман, затем на изумленные выражения на лицах других управляющих и с кривой улыбкой на лице сказал: «Это талисман передачи голоса от великого старейшины. Он приказывает нам собрать все материалы из этой нефритовой пластинки в течение 3 дней. Судя по талисману, великий старейшина собирается использовать эти материалы для изготовления инструментов, и они кажутся довольно необычными. Старшие боевые братья, похоже, что нам придется все бросить и первым делом заняться выполнением приказов великого старейшины». Все остальные культиваторы были поражены, услышав это. Если это приказ от великого старейшины, то мы, естественно, должны будем расставить приоритеты. Проверьте список материалов в нефритовой пластинке, и если они у нас есть, сразу же вынесите их из нашего хранилища. Если нет, немедленно отправляйтесь в секту Древнего Меча и в павильон сотен возможностей, чтобы узнать, есть ли эти материалы у них. В частности, у культиваторов павильона сотен возможностей, потому что очень опытны в изготовлении инструментов, поэтому у них должны быть те материалы, которых может не быть у нас. Великий старейшина дал всего 3 дня на сбор материалов, решительно сказал пожилой мужчина в серой одежде. Все остальные культиваторы кивнули в ответ. Обсудив обязанности между собой, все управляющие стадии заложения основ вскочили на свои сокровища и вылетели из павильона, спеша собрать материалы, подробно описанные в нефритовой пластинке. 3 дня спустя культиватор в синей мантии прибыл на соединенные вершины с выпуклой сумкой для хранения, заполненным необходимыми материалами, но, естественно, не смог войти из-за ограничений вокруг вершин. Этот ученик заложения основ выпустил талисман передачи голоса, а затем стал ждать на месте, держа сумку для хранения обеими руками. Примерно через 10 минут туман, возникший из-за ограничения, начал рассеиваться, и изнутри показался лазурный свет. Во вспышке лазурного света из рук культиватора в синих одеждах исчезла сумка для хранения. При виде этого сердце культиватора в синих одеждах замерло, и он несколько раз поспешно поклонился туману, а затем улетел на своем сокровище. Мир и спокойствие возобновились на соединенных вершинах, как будто ничего не произошло. В своей пещерной резиденции Ханьли убрал свою человекоподобную марионетку и проверил духовным чутьем содержимое сумки для хранения. Некоторое время спустя на лице Ханьли появилось довольное выражение, и он пробормотал про себя: «Неплохо, им действительно удалось достать все необходимые материалы. Похоже, эти управляющие секты довольно способные. Ты — великий старейшина секты дрейфующих облаков, поэтому они, естественно, не посмеют откладывать выполнение твоих приказов. Я удивлен, что ты попросил их принести тебе материалы, необходимые для усовершенствования огненных духовных нитей. Однако тебе не стоит забывать, что твое искусство культивации неогненного элемента, фигура ребенка снова появилась, и он с недоумением посмотрел на Ханьли. Я знаю об этом. Однако, у меня есть кое-что, что может усовершенствовать огненные духовные нити, хотя в моем теле не так много духовной силы огненного элемента. Эта вещь — то сокровище, что продило огненные духовные нити, поэтому будет уместно использовать его для усовершенствования огненных духовных нитей, спокойно ответил Ханьли, похлопав по сумке для хранения, свисающей у него на талии, откуда вылетел маленький красный котел и завис перед ним. Маленький ребенок, прищурившись, уставился на огненный котел, но ничего не сказал, а лишь слегка кивнул самому себе. Легкая улыбка появилась на лице Ханьли, когда он перевернул сумку для хранения в руке. Во вспышке белого света на земле появилось около дюжины нефритовых и деревянных коробок разных размеров. Ханьли поднял руку и указал пальцем на огненный котел. Малиновая крышка котла беззвучно взлетела в воздух, после чего оттуда с грохотом вырвался шар багрового пламени. В мгновение пламя превратилось в дюжину или около того алых огненных воронов, которые стали кружить вокруг котла. В этом пламени появился дух. Сила этого сокровища не так уж замечательна, но это действительно невероятно чистое сокровище огненного элемента, поэтому оно вполне подойдет для усовершенствования огненных духовных нитей. Несмотря на это, эти огненные вороны были рождены котлом, они созданы твоей магической силой, поэтому управлять ими с высокой точностью будет сложно. Ты должен уделить этому процессу все свое внимание, потому что любая потеря концентрации может привести к тому, что все твои усилия будут потрачены впустую, предупредил маленький ребенок. Будь уверен, господин даосист бесконечное небо, если что у меня и есть, так это терпение, беззаботно хмыкнул Ханьли. Услышав это, маленький ребенок, естественно, больше не собирался пытаться отговорить Ханьли. Ханьли сделал печать заклинания руками и наложил заклинание на огненный котел. Котел завертелся в воздухе, после чего мгновенно увеличился в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. Только тогда Ханьли взмахнул рукавом, и оттуда вылетел полупрозрачный предмет, вырвался изнутри, быстро исчезнув в котле.
Котел загудел, и на его поверхности появились шарики алого пламени, и само пламя тоже поднялось в воздухе. Полупрозрачное вещество было едва различимо в огне, и вскоре огненные вороны столкнули его на вершину огня. При виде этого на лице Ханьли появилось сосредоточенное выражение, и он быстро щелкнул пальцами, выпустив дюжину или около того заклинаний разных цветов на тело огненных воронов. Вороны зашевелились и в ярости выпустили из клюва пламя в сторону полупрозрачного объекта. Казалось, что это вещество было способно поглощать пламя огненных воронов, и по мере того, как оно горело, его поверхность постепенно покраснела, и форма начала меняться. Ханьли сымитировал хватательное движение к одной из нефритовых коробок на земле, и крышка оторвалась сама по себе, обнажая небольшое синее пастообразное вещество внутри. Он указал пальцем на коробку, и вещество немедленно полетело в котел и при контакте с пламенем превратилось в голубую жидкость, а затем слилось с полупрозрачным веществом. При виде этого Ханьли пришел в восторг и убрал печати заклинания. Сразу же после этого с кончиков его пальцев вырвались лазурных нитей и влетели в алое пламя. Огонь сразу же поднялся на несколько футов, и в то же время из котла раздался грохочущий крик. Несмотря на это выражение на лице, Ханьли оставалось чрезвычайно серьезным и сосредоточенным. 2 месяца спустя полоска лазурного света прилетела прямо к главной вершине секты дрейфующих облаков. Лазурный свет исчез в мгновение ока и приземлился перед большим залом у подножия горы, раскрывая в себе фигуру Ханьли. Дюжина или около того учеников секты дрейфующих облаков, охранявших зал, бросились вперед поприветствовать Ханьли и почтительно поклонились. Однако Ханьли просто махнул рукой и, приподняв ступню, полностью исчез с того места, где только что стоял, появившись в следующий момент в зале. Ученики, естественно, были поражены этим и перевели внимание на внутреннюю часть зала. Видно было, что Ханьли явно сделал всего несколько шагов, но после нескольких вспышек он уже исчез из коридора. Ученики были ошеломлены увиденным, и их почтение и благоговение перед этим великим старейшиной возросли. Когда Ханьли появился в зале, Люло уже был там. Он шагал взад-вперед с мрачным выражением лица. «Ты, наконец, вышел из уединения, младший боевой брат Хань. Похоже, ты получил талисман передачи голоса, который я послал тебе ранее». Увидев Ханьли, радостное выражение снова сменилось мрачным на лице Луло. Легкая улыбка появилась на лице Ханьли, и, качнувшись, его тело появилось перед деревянным стулом, после чего он тихо опустился на него со словами: «В талисмане передачи голоса говорилось, что боевая племянница Сун и другие исчезли в долине падения демонов. Это довольно подозрительно, и это касается Мупейлин и моей названной ученицы, поэтому я, естественно, должен был прийти и расспросить тебя о подробностях. Этот инцидент действительно довольно подозрительный. Прошло полгода с тех пор, как боевая племянница Сун и другие отправились в долину падения демонов, и они уже определенно должны были вернуться в секту. Однако, согласно ученикам, которых я послал искать их, никто не видел их с тех пор, как они вошли в долину падения демонов и не возвращались оттуда. Некоторые культиваторы видели их во внешней долине, но вскоре после этого они исчезли из долины падения демонов. Я подозреваю, что они трое, возможно, голос Люло внезапно оборвался. Неужели они втроем вошли во внутреннюю долину и столкнулись с какой-то опасной ситуацией или попали в ловушку? Ханьли закончил предложение за него. Сказав это, выражение его лица оставалось очень спокойным, и было невозможно понять его мысли. Именно об этом я и подумал. Внутренняя часть долины падения демонов все еще очень опасна, но теперь ты великий культиватор, так что исследовать внутреннюю долину для тебя не проблема, не так ли? Нерешительно спросил Люло. Пространственные разломы во внутренней долине долины падения демонов не представляют для меня особой угрозы. Если я не войду ни в одно из чрезвычайно опасных мест, со мной все будет хорошо. Недавно я пришел к выводу, что мой инструмент, в любом случае, так что я отправлюсь туда, без колебаний, ответил Ханьли. Так было бы лучше. Тогда я оставлю это тебе, младший боевой брат. Однако имейте в виду, что ты — великий старейшина секты, и теперь процветание нашей секты лежит на твоих плечах, поэтому твоя безопасность — приоритет номер 1, с серьезным выражением предостерег Люло. Будь уверены, старший боевой брат Лю. В небесном южном регионе нет никого, кто смог бы причинить мне вред, и я также сделаю все возможное, чтобы избежать опасности, ответил Ханьли с небрежной улыбкой, но в мыслях он уже думал о высшем дьявольском трупе, который он потерял много лет в долине падения демонов. Неужели этот дьявольский труп как-то связан с исчезновением его учениц? Внезапно в голову Ханьли пришла эта мысль безо всякой причины. Несмотря на то, что он чувствовал себя довольно озадаченным, выражение лица Ханьли оставалось довольно спокойным, и он не спеша покинул зал, поболтав с Люло какое-то время.
2 днями позже Хань Ли посетил Наньгун Ван в запретной зоне, после чего покинул секту дрейфующих облаков и направился в долину падения демонов. Более месяца спустя 3 полосы света на высокой скорости над провинцией Чан в государстве Донью. Внезапно они приземлились у неизвестной горы, раскрывая 3 мускулистых мужчин. Все 3 были очень высокими и широкоплечими, а на плечах каждого за них была привязана разноцветная ленточка. Они выглядели похожими и, казалось, выглядели одинаково. Тем временем на вершине горы их уже ждали 3 других культиваторов. Один из них был пожилым человеком, другой — ученым среднего возраста, а последним был молодой человек с яркой улыбкой на лице. «Ха-ха, я надеюсь, мы не заставили тебя ждать слишком долго, брат Хо. Нам с братьями по пути сюда нужно было позаботиться о нескольких важных делах, поэтому, пожалуйста, не вини нас за опоздание. Эти 2 учеников из твоей секты». Старший из 3 мускулистых мужчин от души рассмеялся, повернувшись к пожилому культиватору. Однако, когда он увидел молодого человека и ученого средних лет, в его глазах мелькнуло недоумение. Он обнаружил, что и пожилой мужчина, и ученый средних лет стояли по обе стороны от молодого человека с уважительными выражениями на лицах. Даже после того, как пожилой человек услышал его приветствие, он ответил лишь сдержанной улыбкой и не осмелился завязать разговор с ними 3. Естественно, это стало неожиданностью для 3 мускулистых мужчин. Они пронеслись своим духовным чутьем по молодому человеку, и в их сердцах прокатились волны шока, когда они обнаружили, что тело молодого человека, по-видимому, было сделано из иллюзорного тумана, что делало их попытки установить его уровень культивации совершенно неэффективными. Все 3 мужчин резко изменились в лице после этого открытия. Глава 1182. Возвращение в долину падения демонов. «Так вы 3, братья Чжао секты Золотого моря?» С улыбкой спросил молодой человек. «Кто вы? Что здесь происходит, господин Даосист Хо?» На лице мускулистого мужчины появилось настороженное выражение. «Пожалуйста, не будь грубым, господин Даосист Чжао. Это великий старейшина нашей секты, а другой человек, младший боевой брат Лин». Слова старика испугали 3 мускулистых мужчин. «Великий старейшина? Неужели вы старейшина Хань?» С недоверием воскликнул мускулистый мужчина. «Верно, я действительно великий старейшина секты дрейфующих облаков. Приношу свои извинения за то, что попросил боевого племянника Хо пригласить вас 3 в это место так внезапно». Молодой человек улыбнулся, обнажив ряды нетронутых белых зубов. Он был никто иной, как Хань Ли, который прошел весь путь от секты дрейфующих облаков до государства Донью. «Совсем нет, старейшина Хань. Для нас большая честь познакомиться с вами». Мускулистый мужчина внимательно осмотрел Хань Ли еще раз, чтобы убедиться, что его внешность действительно соответствует внешности легендарной фигуры в небесном южном регионе, и он сразу же уважительно поклонился. 2 его брата также поспешно последовали его примеру. Хань Ли махнул рукой и спокойно спросил: «Нет необходимости в таких формальностях, господа даосисты. В конце концов, вы 3 не ученики нашей секты. Я слышал от боевого племянника Хо, что вы 3 видели 3 учениц нашей секты в долине падения демонов. Это правда?» Мускулистый мужчина слегка замялся, услышав это, а затем дал честный ответ. «Это действительно так. Когда мы с братьями были в долине падения демонов, мы мельком видели их». «Понятно. Не мог бы ты рассказать мне о ситуации, когда встретил их поподробнее?» Мягким голосом спросил Хань Ли. «Конечно. Несколько месяцев назад моему брату потребовался редкий материал для усовершенствования его сокровища, поэтому мы решили войти в долину падения демонов в надежде найти его. Однако мы не смогли найти нужным нам материал, и как раз, когда мы собирались покинуть долину, мы встретили 3 учениц из вашей секты. С одной из них я встречался в прошлом и был знаком, поэтому я немного поговорил с ними. Однако они, казалось, искали что-то, и я тоже очень спешил, поэтому мы с братьями покинули их после короткого разговора. После этого мы с братьями немедленно вышли из долины, и с тех пор мы не видели этих 3 женщин», — почтительно сказал мускулистый мужчина. Хань Ли некоторое время молчал, а затем взмахнул рукавом в воздухе, послав тому мужчине, что говорил ранее, нефритовую пластинку. «Господин даосист, не мог бы ты предоставить более подробную информацию о том, где вы с ними столкнулись? У меня есть карта внешней долины падения демонов, так что не мог бы отметить место, где именно вы столкнулись?» Место, где мы встретились с ними, уже было где-то довольно глубоко во внешней долине. Мужчина поспешно поймал нефритовую пластинку и вложил в него свое духовное чутье. Затем он тут же отозвал его и передал нефритовую пластинку Хань Ли обеими руками.
Хань Ли поднял руку, и нефритовая пластинка ворвалась в его ладонь в виде полоски лазурного света. Он ввел свое духовное чутье в пластинку и сразу же нахмурился. Убрав пластинку, Хань Ли улыбнулся 3 братьям, затем повернулся к пожилому человеку и ученому средних лет, сказав: «Это место действительно уже очень близко к внутренней долине. Спасибо за вашу помощь, господа даосисты. Боевой племянник Хо, боевой племяннику, вы можете остаться в компании 3 даосистов, а мне пора в путь». «Конечно, боевой дядя Хань». Ученый и пожилой мужчина немедленно поклонились на прощание с Хань Ли, и 3 мускулистых мужчин также поспешно последовали их примеру. Блестящий лазурный свет вырвался из тела Хань Ли, и он выстрелил вдаль, мгновенно исчезнув из поля зрения. Только после того, как полоска лазурного света исчезла вдалеке, один из мускулистых мужчин тяжело вдохнул и спросил с недоверчивым выражением лица: «Брат Хо, это действительно новый великий культиватор из вашей секты, старейшина Хань Ли? Этот человек действительно тот самый боевой дядя Хань? Вам 3 повезло, что вы смогли встретиться с ним». Боевой дядя Хань стал чрезвычайно известной фигурой в небесном южном регионе, но он очень редко появляется перед нашей сектой и нашими учениками, и даже я встречал его лишь несколько раз, криво улыбнувшись, сказал пожилой человек. «Верно. Боевой дядя Хань редко общается с учениками нашей секты. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как я достиг стадии формирования ядра, и я видел его только 1 раз издалека во время недавно завершившейся церемонии. Однако, если бы не случай с нашими старшими боевыми сестрами, великий старейшина, скорее всего, продолжил бы оставаться в своей пещерной резиденции», вмешался ученый, удрученно вздохнув. Один из мускулистых мужчин слегка замялся, а затем с мрачным выражением на лице он сказал: «Это значит, что 3 ученицы действительно исчезли в долине падения демонов. Мы с братьями недавно слышали об этом кое-какие слухи, но мы думали, что это сфабрикованные истории. Нет смысла скрывать такие вещи. 3 мои младшие боевые сестры действительно попали в беду», вздохнул пожилой мужчина. «Но все 3 являются культиваторами формирования ядра, как они могли так исчезнуть? Неужели они рискнули войти во внутреннюю долину?» Мускулистый мужчина был очень удивлен, услышав это. «Скорее всего, так. Было бы лучше, если бы они попали в ловушку где-то во внутренней долине. В этом случае боевой дядя Хань определенно сможет их спасти», с обеспокоенным выражением на лице размышлял ученый. «Неужели у этих 3 учениц какие-то особые отношения со старейшиной Ханем? Судя по всему, старейшина Хань, похоже, не из тех людей, кто охотно вмешивается в дела секты», предположил мускулистый человек. «Хе-хе, я слышал, что старшая боевая сестра Сун давно знакома с боевым дядей Ханем. Однако, я думаю, что основным фактором, который повлиял на решение боевого дядюшки Ханя войти в долину падения демонов, являются 2 другие старшие боевые сестры. Я слышал, что старшая боевая сестра Лю – одна из учениц старейшины Ханя, а старшая боевая сестра Му Пилин когда-то была служанкой боевого дяди Ханя. Теперь, когда все 3 исчезли одновременно, боевой дядя Хань, естественно, не мог просто стоять в стороне и смотреть», с улыбкой сказал пожилой человек. 3 мускулистых мужчин, услышав это, все поняли. Пока эти культиваторы формирования ядра обсуждали между собой, Хань Ли на полной скорости летел к долине падения демонов. Он летел, держа в руках белый нефритовый талисман с задумчивым выражением на лице. Внезапно раздался голос ребенка: «Господин даосист Хань, ты обеспокоен пропажей своих учениц или беспокоишься о неспособности найти содержимое этой полстраницы золотого нефритового тома?» Хань Ли взглянул на один из рукавов и спокойно ответил: «Скорее всего, они втроем вошли во внутреннюю часть долины падения демонов, и пока с ними ничего не случилось, спасти их не должно быть слишком сложно. Скошенный серебряный текст, которому ты меня обучил, ты уверен, что ты ничего не забыл мне рассказать? Почему содержимое этой половины страницы так трудно расшифровать? За все это время мне удалось подтвердить одну вещь, а именно, что страница действительно содержит технику изготовления талисмана, но она слишком сложная. Хе-хе, это только следовало ожидать. В конце концов, эта половина страницы содержит технику изготовления талисмана, оставленную бессмертным. Если бы такой культиватор, как ты, с легкостью смог расшифровать содержимое, то я бы скептически отнесся к подлинности половины этой страницы. Кроме того, у тебя только половина страницы, поэтому, естественно, тебе еще сложнее понять ее содержание», — хихикнул маленький ребенок. «Ты прав. Я еще раз исследую эту половину страницы», — Хань Ли кивнул и убрал нефритовый талисман. Немного помолчав, ребенок спросил: «Господин даосист Хань, я уже обучил тебя скошенному серебряному тексту и даровал тебе техники усовершенствования огненных духовных нитей и глаза разрушения. Ты готов выполнить свое обещание помочь мне превзойти мою стадию метаморфозы?»
Будь уверен, господин даосист бесконечного неба, я никогда не забираю свои слова назад. Как только я позабочусь о своих делах, я найду тайное место и помогу тебе достичь стадию метаморфозы, ответил Хань Ли. Хорошо, это все, что мне нужно было услышать. Маленький ребенок, казалось, был очень доволен ответом Хань Ли, и после этого тотчас же замолчал. Хань Ли также молчал, летя по воздуху на полной скорости, и исчез из поля зрения после нескольких вспышек. Полдня спустя, у входа в долину падения демонов, можно было увидеть транспортную формацию, которую установила секта духовного призрака. Однако над ней был толстый слой пыли, что указывало на то, что она не использовалась в течение многих лет. Это имело смысл, поскольку большинство ограничений и бесчисленных пространственных разломов вокруг окраины долины падения демонов исчезли, и даже самый внешний слой ограничений практически отсутствовал. Любой, чей уровень культивации доходил до стадии формирования ядра или выше, мог легко получить доступ к долине через хрупкие участки ограничения, и им даже не нужно было проходить через установленный вход. Таким образом, транспортная формация секты духовного призрака потеряла свою необходимость. Конечно, вход в долину падения демонов все еще был местом, к которому большинство культиваторов обращались для входа в долину. В конце концов, это был путь, по которому прошло бесчисленное количество культиваторов, так что, естественно, это был гораздо более безопасный путь, чем любые альтернативы. Тем не менее, в настоящее время возле транспортной формации стояла группа из 6 культиваторов. Все они были одеты в разные одежды и, казалось, что-то обсуждали. Все они были культиваторами формирования ядра, а один из них даже был культиватором на поздней стадии формирования ядра. Все они, казалось, готовились войти в долину через вход. Вдруг в воздухе послышался какой-то свист, и группа культиваторов была поражена этим звуком, и все они поспешно повернули в этом направлении. В воздухе быстро вспыхивала полоска лазурного света, привлекшая внимание культиваторов. Когда они попытались поближе взглянуть, лазурный свет внезапно вспыхнул и исчез. Они резко изменились в лицах и использовали свое духовное чутье, когда тот же самый звук разразился чуть более чем в 100 футах от них, лазурный свет вспыхнул прямо перед их глазами, а затем исчез в долине. Даже с таким количеством присутствующих культиваторов формирования ядра ни один из них не смог четко разглядеть то, что только что пролетело мимо них. Все они переглянулись между собой, но обнаружили, что их удивление отражается в глазах всех остальных. Эта полоска лазурного света, естественно, была никем иным, как летевшим на полной скорости Хань Ли. У него не было времени, чтобы тратить его на разговоры с несколькими культиваторами формирования ядра, и он помчался прямо в долину падения демонов, направляясь прямо к тому месту, которое указал человек из секты Золотого моря на нефритовой пластинке. И если он правильно помнил, то это место, казалось, было недалеко от того места, через которое он вошел во внутреннюю долину, когда был там в прошлый раз с фиолетовой духовной феей и культиваторами секты духовного призрака. Кроме того, Эсэкрат Каен Юй была в хороших отношениях с фиолетовой духовной феей, поэтому было понятно, откуда она знала об этом месте. Таким образом, Хань Ли сразу же полетел в этом направлении. Большая часть пространственных разрывов во внешней долине исчезла, поэтому Хань Ли мог лететь на полной скорости. При такой скорости ему понадобилось всего полдня, чтобы добраться до огромного ледяного разлома, через который можно было попасть во внутреннюю долину. Хань Ли сделал круг в воздухе, а затем безо всяких эмоций влетел в ледяную трещину. Глава 1183. Техника духовного поиска кровавой луны. Несколько часов спустя Хань Ли наконец вышел из ледяного разлома, но тотчас же убрал лазурный свет вокруг себя и завис в воздухе посреди леденящих ветров. Во внутренней долине его духовное чутье все еще было значительно ограничено, поэтому ему было бы очень трудно искать в воздухе только с одним своим духовным чутье. Немного подумав, Хань Ли похлопал по сумке для хранения духовных зверей. В следующее мгновение из сумки послышалось громкое жужжание, и вырвалось бесчисленное количество золотых прожорливых жуков, которые стали кружить над головой хозяина. Он быстро сделал серию печатей заклинания руками и послал заклинание жукам. Затем он сел на землю, сложив ноги, и медленно закрыл глаза. Облако золотых жуков рассеялось на несколько частей, которые разлетелись во все стороны и исчезали в мгновение ока. Хань Ли разделил свое духовное чутье на множество нитей, чтобы найти 3 женщин. Учитывая, что 3 женщины были только на стадии формирования ядра, и ни одна из них не была безрассудной, Хань Ли думал, что даже если бы они рискнули проникнуть во внутреннюю долину, они бы не стали уходить вглубь. Таким образом, изначально он стал обыскивать относительно небольшую область в начале. Не обнаружив их следов, он пролетел несколько десятков километров дальше во внутреннюю долину и снова выпустил своих золотых прожорливых жуков. Естественно, что Хань Ли смог обнаружить следы 3 женщин на горе, где они искали иллюзорную духовную траву.
Обнаружив это с помощью своих жуков, Хань Ли обрадовался и сразу же направился к этому месту лично для более тщательного осмотра. В результате он обнаружил признаки, подтверждающие, что 3 женщины действительно вошли во внутреннюю долину и что они оставались на этой горе в течение значительного периода времени. Однако, когда он снова расширил сферу своих поисков, следов женщины обнаружено не было. В результате Хань Ли вернулся на вершину горы и задумался. После периода созерцания он внезапно закричал, и все его жуки в радиусе нескольких десятков километров полетели к нему. Затем он убрал их в сумку для хранения духовных зверей. Однако Хань Ли тут же вытащил другую сумку, из которой вылетело 12 белоснежных многоножек. Это были те самые шестикрылые ледяные многоножки. Хань Ли сделал печать заклинания, и 12 многоножек рассеялись по его приказу, превратившись в 12 порывов ледяного ветра, которые исчезли в разных направлениях в мгновение ока. Тем временем Хань Ли оставался на месте. Через неопределенный промежуток времени Хань Ли зашевелился, превратившись в полоску лазурного света, и полетел в направлении, откуда он пришел. Некоторое время спустя он обнаружил ледяную многоножку, кружившую над определенным местом в воздухе, издавая при этом низкий визг. Хань Ли слегка прищурился и сразу же полетел к белоснежной многоножке. Он посмотрел вниз на землю и обнаружил длинный и тонкий черный предмет. Этот объект лежал на клочке травы, создавая впечатление, что это странная черная ветвь, поэтому неудивительно, что его золотые прожорливые жуки не заметили ее раньше. Хань Ли нахмурился и взмахнул рукой в направлении ветки, притянув ее к себе в руку. Он внимательно осмотрел объект и изменился в лице. Это была не какая-то ветка, а небольшая часть щупальца. Кроме того, судя по ледяной ци, что источал этот предмет, она была щупальцем шестикрылой ледяной многоножки. Однако у его шестикрылых ледяных многоножек все щупальца были на месте. Кроме того, они были белыми, а это была черной и окутанной темной аурой, с которой Хань Ли был хорошо знаком. Это была высшая инская дьявольская ци. Кроме того, эта дьявольская ци, казалось, была даже чище, чем та, которую использовал Цзень-инь. Хань Ли погладил часть щупальца, и волны шока пронзили его сердце. Нужно было понимать, что высшую инскую дьявольскую ци можно культивировать только с использованием высшего инского искусства. Только Цзень-инь и Учоу владели этим искусством, и даже большинство их учеников не получили его от своих мастеров. Таким образом, не было никакого способа, которым они могли бы культивировать такую чистую дьявольскую ци и путешествовать в небесный южный регион. Хань Ли глубоко задумался с озадаченным выражением на лице. Стоп, есть еще кое-что, что знает все мантры высшего инского искусства и культивирует высшую инскую дьявольскую ци. Похоже, что оно также сможет культивировать эту дьявольскую ци с такой высокой степенью чистоты. Хань Ли внезапно пришла в голову мысль, на его лице появилось своеобразное выражение. Неужели древесный дух зарождающейся души также вернулся в небесный южный регион? Пробормотал про себя Хань Ли, глядя в небо. Он всегда был обеспокоен пропажей его второй зарождающейся души. Вернувшись в небесный южный регион, он должен был немедленно отправиться на поиски этой зарождающейся души, но Нангун Ван еще предстояло вырваться из ледяной стены, и беспокойство о ней было важнее такого столько долгого путешествия. Более того, прошло уже столько лет, что его вторая зарождающаяся душа, скорее всего, смогла достичь разумной воли. Таким образом, это не имело значения, когда он отправится на поиски. Поэтому он полностью отложил этот вопрос и решил отправиться в путешествие по долине Маулани через несколько лет. Однако оказалось, что эта вторая зарождающаяся душа вернулась в небесный южный регион по собственной инициативе и скрывалась в долине падения демона. В этом случае, скорее всего, это было как-то связано с исчезновением трио Мупилин, что по иронии судьбы означало, что они, скорее всего, были в безопасности. В конце концов, зарождающаяся душа полностью воспроизводила его воспоминания и эмоции. Даже если его личность изменилась после всех этих лет, все равно было очень маловероятно, что он хладнокровно убьет этих 3 женщин. Хань Ли с серьезным выражением обдумывал все возможные варианты. По прошествии стольких лет вторая зарождающаяся душа, скорее всего, уже обладала бы собственным телом. Кроме того, с того момента, как он вошел во внутреннюю долину, он не почувствовал никаких следов высшего дьявольского трупа, в который он также ввел нить своего духовного чутья. Таким образом, можно было считать, что его дьявольский труп не был подчинен второй зарождающейся душой, а скорее всего был ей одержим. Множество мыслей мелькало в голове Хань Ли, поставив себя на место второй зарождающейся души, и правда вскоре стало ему понятно. Он почесал себя по подбородку и тяжело вздохнул. В этот момент все оставшиеся многоножки вернулись к нему, и казалось, что они больше ничего не обнаружили. Хань Ли не был удивлен этому. Причина, по которой он убрал золотых прожорливых жуков и выпустил вместо этого 12 шестикрылых ледяных многоножек, потому что у Лююй также были с собой ледяные многоножки.
Несмотря на то, что ее духовные насекомые были гораздо более низкого ранга по сравнению с его собственным, можно было найти 3 женщин через связь между духовными насекомыми. Однако, поскольку злоумышленник, скорее всего, был его второй зарождающейся душой, он определенно принял бы меры, чтобы этот метод не работал. Хань Ли убрал многоножек и обдумал ситуацию с мрачным выражением на лице. Похоже, мне придется использовать эту технику для их поиска. Я получил эту секретную технику после того, как душа пропала, поэтому у нее нет возможности принять меры против этой техники. Однако мне придется потратить немного сущности крови, неохотно пробормотал Хань Ли. Казалось, он не желал прибегать к этой технике. Однако он все равно похлопал сумки для хранения, из которой одновременно появились белые нефритовые пластины и маленький малиновый флаг. Он подбросил 2 предмета в воздух, и они взлетели вверх в виде 2 световых полос, белой и красной, а затем зависли перед ним. Затем Хань Ли открыл рот и выпустил шар лазурного света, окутав им пластину. Затем он провел пальцем по запястью другой руки, нанеся тонкую рану вспышкой лазурного света. В следующее мгновение несколько капель сущности крови вытекли из раны на запястье. Хань Ли подул на капли крови, и они сразу же исчезли в белой нефритовой пластине. Затем Хань Ли указал пальцем на маленький малиновый флаг, и по его приказу он полетел прямо к пластине формации. После этого флаг слегка вздрогнул и, превратившись в сферу алого тумана, окутал нефритовую пластину внутри. Хань Ли начал песнопение, и нефритовая пластинка засветилась багровым светом, после чего на ней стали появляться вспышки багрового тумана, материализованные из его сущности крови. Затем малиновый туман слился, образовав в воздухе единое облако кровавого тумана. В этот момент Хань Ли внезапно вскрикнул, и в его глазах вспыхнул лазурный свет. Затем он указал пальцем на нефритовую пластину. Нефритовая пластинка засветилась ярким багровым светом, приобретая форму полной луны малинового света, и всего за несколько вспышек она поглотила весь кровавый туман, распространившийся вокруг нее. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли издал тихий крик и снова ударил пальцем по нефритовой пластине. Из кончика пальца вырвался столб зеленого света, а затем исчез в центре нефритовой пластины. Кровавая луна оглушительно зазвенела и задрожала, словно собиралась подняться в воздух и улететь. Свет в глазах Хань Ли слегка потускнел, и на его лице появилась кривая улыбка. Я первый раз использую технику духовного поиска кровавой луны из священных писаний техники великого развития. Интересно, будет ли она на самом деле настолько же эффективной, насколько об этом говорится в священных писаниях? Есть только один способ узнать. Если бы не тот факт, что я сохранил несколько капель сущности крови Мупейлин, установив на ней духовные ограничения, я бы даже не смог использовать эту секретную технику, пробормотал Хань Ли, проглотив таблетку, и сел на месте, скрестив ноги. Хань Ли снова открыл глаза примерно через час, он вернулся к своему первоначальному состоянию. Он немедленно наложил заклинание на нефритовую пластину, после чего кровавая луна превратилась в пронзительную полоску малинового света и улетела вдаль. Тело Хань Ли качнулось, и его тело также превратилось в полоску лазурного света, которая полетела вслед за алой полоской. В мгновение ока 2 полосы света полностью исчезли из поля зрения. Малиновый шар света летел слегка впереди, а Хань Ли следовал за ним. Через полдня полета алый шар света привел Хань Ли в чрезвычайно бесплодный и уединенный бассейн. Вспышка палящей жары сразу же обрушилась на него. Хань Ли слегка изменился в лице, обнаружив, что все в бассейне было черным или красным. На окраинах бассейна были сферические черные скалы, а в центре находилось алое озеро лавы. От обжигающей температуры, исходящей из озера лавы, деформировался и мерцал даже воздух над бассейном лавы, создавая довольно пугающую сцену для созерцания. Шар алого света сделал круг в воздухе над лавовым озером, одновременно издав резкий визг, выглядя так, словно хотел спуститься, но не смел этого сделать. Хань Ли погладил себя по подбородку и посмотрел на лаву внизу с холодной улыбкой на лице. Хе-хе, он действительно знает, как найти хорошее укрытие. Если бы не эта секретная техника, я действительно не смог бы найти это место. Однако теперь, когда я знаю, что они здесь, никакая лава не сможет остановить меня. Глава 1184. Спасение. Хань Ли поднял руку, и алый шар света немедленно просвистел в воздухе к нему, а затем послушно приземлился в центр его ладони. Хань Ли поднял вторую руку, и на ней с треском появилось пурпурное пламя, которое в следующее мгновение окутало все его тело. Таким образом, Хань Ли превратился в массивный фиолетовый огненный шар, который обрушился вниз. Огненному шару, в который превратился Хань Ли, была нипочем алая лава внизу. Она приземлился на нее с громким ударом и исчез в озере лавы. Огромный всплеск вспыхнул на поверхности озера, но вскоре оно вернулось в спокойное состояние, словно ничего не произошло. В этот момент Хань Ли уже достиг глубины более 100 футов и продолжал спускаться еще дальше.
Несмотря на то, что он был полностью погружен в лаву, его высшее фиолетовое с легкостью могло легко сдерживать палящую температуру, поскольку было ледяным пламенем. Спустившись на глубину более 2000 футов, Хань Ли наконец достиг дна озера, и его ноги коснулись земли, покрытой сплошными черными камнями. Он оглянулся и не смог увидеть ничего, кроме багрового простора во всех направлениях. Хань Ли нахмурился при виде этого и ввел духовную силу в свои глаза, активировав свои глаза духовного прозрения. Осмотрев свое окружение еще раз, Хань Ли поднял в руке алую нефритовую пластинку. Пластинка качнулась и стала дергаться в определенном направлении, словно пытаясь вырваться из его рук. Хань Ли сразу же полетел в этом направлении. Пролетев некоторое расстояние, нефритовая пластинка внезапно перестала греметь, вместо этого резко упав вниз. Хань Ли смог вовремя среагировать и снова поймал нефритовую пластинку. В этот момент ему не нужно было выходить из защитного кокона, образованного фиолетовым пламенем. В то же время он также взглянул прямо перед собой. Слегка изменившись в лице, он поднял руку, выпустив поток золотого света, направлявшийся прямо к дну озера. С громким взрывом в обычном русле озера был пробит массивный разрыв длиной около 80 футов. Синий свет немедленно излучался изнутри разрыва, отгоняя всю палящую лаву. Под этим озером было ограничение наподобие светового барьера. При виде этого Хань Ли пришел в восторг и без колебаний нырнул к световому барьеру. Синий световой барьер явно не был чрезвычайно сложным ограничением, поскольку его высшее фиолетовое пламя с легкостью смогло прожечь на его поверхности большую дыру диаметром около 10 футов. Хань Ли тут же влетел в эту дыру и появился на другой стороне светового барьера. Синий световой барьер немедленно закрылся, снова удерживая лаву. Не обращая на это внимания, Хань Ли принялся осматривать окрестности. В этот момент он оказался в секретном подземном туннеле. Земля и стены вокруг были неровными, производя впечатление, будто это был естественный, а не искусственно созданный туннель. Хань Ли тут же снова выбросил свою нефритовую пластинку. Нефритовая пластинка сделала круг в воздухе, а затем снова превратилась в багровую луну и пронеслась глубже в туннель. Хань Ли поднялся в воздух с равнодушным выражением на лице и последовал за кровавой луной. Пролетев около 2-3 километров, тоннель начал постепенно наклоняться вверх. Продвинувшись еще на 1000 футов или около того, Хань Ли наконец увидел свет впереди, показывая, что он прибыл к выходу. Кровавая луна сразу же полетела к свету без каких-либо колебаний. Тем не менее, на лице Хань Ли было настороженное выражение, и он, беззвучно взмахнув рукавом, выпустил шар из трехцветного пламени. Это был его веер 3 огней. Хань Ли схватил веер в руке, и его тело покачнулось, и в следующее мгновение он вышел к выходу из туннеля, где он стоял, осторожно осматривая окрестности. Его окружение было очень темным и тусклым, но все было предельно ясно для его духовных глаз. Это была естественная подземная пещера, и она, казалось, была полностью лишена человеческого присутствия. Хань Ли поднял бровь, когда его взгляд упал на выход в конце пещеры, который, казалось, вел к другой пещере. В этот момент кровавая луна летела прямо к этому выходу. Тем не менее, его импульс был остановлен, как только он достиг открытия, и он начал издавать резкий жужжащий звук. Затем раздался хрустящий треск, и на поверхности кровавой луны появилось около десятка или около того тонких черных трещин. После последней вспышки малиновая луна распалась на блики. Нефритовая пластинка сделала круг в воздухе, а затем снова превратилась в багровую луну и метнулась вглубь туннеля. Хань Ли не был встревожен этим, а напротив, пришел в восторг. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы добраться до другой пещеры, связанной с этой, и он обнаружил, что находится в еще большей пещере, чем предыдущая. Однако, когда он сосредоточил свой взгляд и огляделся, слегка замешкавшись из-за того, что увидел. Вся пещера была заполнена густым черным туманом, окутывавшим почти каждый дюйм пространства в этом районе. Однако, как только часть этого тумана достигала выхода из пещеры, она сразу же останавливалась, словно от ограничения невидимым барьером. С его глазами духовного прозрения ориентироваться в этой пещере черного тумана было не проблемой. Таким образом, Хань Ли сразу же заметил 3 женщин, лежащих совершенно неподвижно в центре пещеры. Это были трио Мупилин, под ними 3 была странная формация заклинания, сверкающая слабым духовным светом, и черный туман непрерывно врезался в эту формацию. Хань Ли не стал сразу же бросаться спасать 3 женщин. Вместо этого он осмотрел каждый дюйм пещеры своим духовным чутьем и, убедившись, что его вторая зарождающаяся душа не скрывается где-то в тени, он сымитировал хватательное движение в направлении входа в пещеру. Одновременно со вспышкой золотого света раздался грохот. Густой черный туман немедленно вышел из другой пещеры и метнулся на Хань Ли.
Однако Хань Ли просто печать заклинания, и его тело окутал слой золотых световых дуг, потрескивая от звуков грома и молнии. Весь черный туман, который вступил в контакт с дугами молнии, был немедленно распылен в ничто. Хань Ли шагнул вперед и вошел прямо в черный туман. Золотые дуги молнии танцевали вокруг него, треща и извиваясь, и не подпускали к нему черный туман. Однако черный туман, казалось, обладал интеллектом, поскольку в мгновение ока он слился в дюжину или около того черных змей разных размеров. Змеи угрожающе кружили вокруг Хань Ли, желая броситься на него, но не осмеливаясь сделать это. При виде этого Хань Ли изменился в лице, и его веер 3 огней мгновенно исчез из его руки во вспышке яркого света. В то же время дуги молнии, окутывавшие его тело, стали еще более ослепительными. По взмаху руки из его рукава вырвалось 2 золотых молниеносных змея, с легкостью разорвав черных змей и превращая их в ничто в мгновение ока. Затем 2 молниеносных змея продолжили свою атаку, безрассудно бросившись сквозь окружающий черный туман. С оглушительным грохотом от взрывов черный туман был полностью уничтожен, и Хань Ли смог получить доступ к формации без каких-либо дальнейших препятствий. Мельком взглянув на эту формацию, Хань Ли уже мог сказать, что это была чрезвычайно простая иллюзорная формация. Казалось, что магическая сила 3 женщин была ограничена. В противном случае формации такого калибра было недостаточно, чтобы поймать в ловушку 3 культиваторов формирования ядра. При виде этого Хань Ли щелкнул своими 10 пальцами в направлении формации. В следующее мгновение с кончиков его пальцев одновременно вылетело около дюжины золотых мечей Ци. Иллюзорная формация была мгновенно уничтожена. Почти в тот же момент, в бесчисленной бездонной пропасти на 7 духовных островах, высокая и широкая человекоподобная тень внезапно открыла глаза. Человекоподобная фигура сидела на платформе, которую Хань Ли использовал много лет назад, и все ее тело было окутано дьявольской Ци. На его лице вдруг появилось чрезвычайно удивленное выражение. Он внезапно сунул руку в рукав, и на его ладони сразу же появилась голубая бусина. Однако прямо по центру гладкой поверхности бусинки тянулась четкая трещина. Невозможно. Ограничение было снято. Как этому человеку удалось найти это место так быстро? Будь я на его месте, я был бы совершенно бессилен что-либо сделать, пробормотала человекоподобная фигура грубым голосом с оттенком недоверия и намеком на уныние. Пусть так. Я не рассчитывал на то, что эти 3 сделают для меня много. Однако я не могу оставаться в этом месте дольше. Я должен завершить этот процесс введения дьявольской Ци в свое тело, а затем найти еще одно тайное место для культивации, пробормотала человекоподобная фигура, а затем закрыла глаза, по-видимому, сумев быстро прийти в себя. В этот момент Хань Ли уже вытащил зеленый нефритовый флакон из своей сумки и высыпал на ладонь 3 ароматные таблетки. Он накормил ими 3 женщин, а затем молча встал в стороне, сложив руки за спиной. Прошло всего около 10 минут, прежде чем Сун Юй пробудилась первой. Похоже, твой уровень культивации значительно улучшился, боевая племянница Сун. Тебе удалось очнуться раньше, чем я ожидал. Прежде чем она полностью пришла в себя, в ее ушах вдруг раздался знакомый мужской голос. Придя в себя, Сун Юй вздрогнула. Она открыла глаза, и первое, что она увидела, был Хань Ли, оценивающий ее с оттенком улыбки на лице. Боевой дядя Хань. Стоп, нет, ты действительно военный дядя Хань. Удивленно воскликнула Сун Юй. Хе-хе, ты очень осторожна, не так ли, боевая племянница Сун Юй? Мне пришлось немало потрудиться, чтобы найти это место. Что касается того, настоящий ли я Хань Ли или нет, ты думаешь, я самозванец? Хань Ли тихо усмехнулся. Значит, ты действительно боевой дядя Хань. У Сун Юй все еще были противоречивые чувства. Она была примерно на 70% уверена, что это действительно настоящий Хань Ли, но она все еще не смела полностью довериться этому суждению. Хань Ли улыбнулся и ничего не сказал. Вместо этого он просто махнул рукой в сторону Сун Юй. Дюжина таких серебряных игл внезапно вылетела из разных мест по всему телу Сун Юй, и все иглы ворвались в объятия Хань Ли. Почти в тот же момент Сун Юй почувствовала, как магическая сила в ее теле возобновила свободное обращение. На ее лице сразу появилось восторженное выражение. В этот момент Му Пейлин и Лю Юй также проснулись одна за другой. Они также были поражены появлением Хань Ли. Однако Му Пейлин смогла сразу проверить личность Хань Ли, используя ограничения в ее духовном чутье, и она поспешно поднялась на ноги, а затем глубоко поклонилась Хань Ли. При виде это Лю Юй и Сун Юй абсолютно убедились, что перед ними был настоящий Хань Ли. Они следом за ней поднялись на ноги и почтительно поклонились своему мастеру. «Вас 3 схватила моя пропавшая 2-я зарождающаяся душа?» — спросил Хань Ли. «Мастер, вы уже сталкивались с зарождающейся душой?»
Выпалила Лю Юй, услышав это. Если бы я уже сталкивался с ней, стал бы я задавать этот вопрос. Спокойно сказал Хань Ли, извлекая серебряные иглы из тел Лю Юй и Му Пэйлин. Глава 1185. Возвращение к 7 духовным островам. Заявление Хань Ли было довольно странным для трио Му Пэйлин. Если ранее он не столкнулся с фигурой в черном одеянии, как он узнал, что их схватила его вторая зарождающаяся душа, в конце Лю Юй подавила свое замешательство и ответила: «Тот, кто схватил нас, действительно была вашей потерянной второй зарождающейся душой, мастер». Кроме того, зарождающаяся душа обладала телом и обладала уровнем культивации на средней стадии зарождающейся души. Она говорила это, вспоминая произошедшее. У него было тело. Расскажи мне, как это тело выглядит. Кажется, Хань Ли был заинтригован этим. В этот момент два золотых молниеносных змея уже расчистили окружающий черный туман, и они вырвались в воздух, исчезнув в теле Хань Ли. Три женщины были ошеломлены мастерством Хань Ли в управлении молнией. На своих уровнях культивации стадии формирования ядра они уже могли придавать своим техникам различные формы. Однако их возможности были далеки от того, чтобы манипулировать этими техниками, словно это была их вторая натура, как это было в случае с Хань Ли. Успокоив свои эмоции, Лю Юй начала описывать внешность фигуры в черной мантии. Хань Ли не нужно было долго слушать ее рассказ, чтобы определить, что вторая зарождающаяся душа действительно овладела его высшим дьявольским трупом. Выражение его лица оставалось спокойным, но внутри он чувствовал себя довольно напряженно. Если бы не техника духовного поиска Кровавой Луны, которую он освоил из священных писаний техники великого развития, ему действительно было бы очень трудно найти трио Му Пэйлин. Эта вторая зарождающаяся душа знала его очень хорошо, поэтому он определенно не мог позволить ей остаться на свободе. В противном случае он наверняка вернется, чтобы когда-нибудь убить его. Выслушав описание Лю Юй, он сразу же проинструктировал: «Вы трое, покиньте это место сейчас же и вернитесь в секту. Поскольку вторая зарождающаяся душа уже вернулась в небесный южный регион, мне определенно придется поймать ее. Я должен тщательно исследовать внутреннюю долину, и было бы лучше, если бы я сделал это один. Боевой дядя Хань, его уровень культивации не уступает вашей. Прежде чем пытаться ее захватить, вам следует взять кого-нибудь на помощь. В противном случае... Боевой дядя Хань, ваш уровень культивации. Сун Юй высвободила духовное чутье на Хань Ли и резко изменилась в лице. Услышав ошеломленный голос Сун Юй, Му Пэйлин и Лю Юй также оценили уровень культивации Хань Ли своим духовным чутьем, чему они, естественно, также были удивлены. Только через некоторое время Му Пэйлин удалось немного прийти в себя от шока, и она спросила с недоверчивым выражением: «Мастер, вы уже стали великим культиватором? Я забыл, что вы трое еще не знаете об этом. Моя праздничная церемония становления великим культиватором прошла полгода назад, и я уже являюсь великим старейшиной секты, так что позабочусь о зарождающейся душе на средней стадии. Разобраться с ней не будет для меня проблемой», — с легкой улыбкой объяснил Хань Ли. Три женщины, естественно, пришли в восторг от услышанного и принялись поздравлять своего мастера. Хань Ли принял их поздравления с улыбкой и снова приказал им покинуть это место. Теперь ни у одной из трех женщин не было никаких возражений. Поклонившись Хань Ли напоследок, они отправились в путь. Некоторое время спустя 3 световых луча вырвались из озера лавы и удалились из внутренней долины. Тем временем Хань Ли остался в пещере и решил подождать здесь несколько дней. Это было такое странное место, поэтому, если бы вторая зарождающаяся душа покинула его на время, она наверняка скоро вернулась бы. В противном случае, она должна была проживать в другом месте в долине или вообще покинуть долину падения демонов. В конце концов, Хань Ли прождал в пещере 7 дней, но зарождающаяся душа так и не вернулась. Таким образом, он решил завершить эту игру ожидания и покинул пещеру. Затем он выпустил все десятки тысяч своих золотых прожорливых жуков из сумки для хранения, чтобы прочесать всю внутреннюю долину. Несмотря на все свои усилия, он не смог найти вторую зарождающуюся душу, но он смог обнаружить много древних сокровищ, оставленных культиваторами далекого прошлого. Хотя эти сокровища были для него совершенно бесполезны и даже не могли сравниться с копией духовного сокровища, такой как его веер 3 огней, они все равно считались редкими для жителей небесного южного региона. Однако Хань Ли не чувствовал радость от этих находок. Во время этого процесса он обнаружил следы активности второй зарождающейся души, и многие из пещерных резиденций древних культиваторы были уже абсолютно пусты, поскольку явно были разграблены недавно. Теперь Хань Ли мог подтвердить, что вторая зарождающаяся душа, скорее всего, покинула внутреннюю долину вместе с этими сокровищами. Это было довольно неприятной перспективой для него.
Однако, тщательно все обдумав, он обнаружил, что вторая зарождающаяся душа на самом деле все еще была доступна для отслеживания. Конечная цель второй зарождающейся души состояла в том, чтобы сожрать его душу и захватить его тело, так что она явно зациклилась на улучшении уровня своей культивации, чтобы стать такой же могущественной, как Ханли. Согласно описаниям, представленным этими тремя женщинами, после овладения высшим дьявольским трупом вторая зарождающаяся душа специализировалась на культивировании высшего иньского искусства. Если бы она хотела культивировать высшую иньскую дьявольскую ци в максимальной степени, она могла бы использовать кратчайший путь для культивации. Например, совершить жертвоприношение крови, чтобы радикально улучшить свой уровень культивации. Однако эта техника не обошлась без побочных эффектов. В большинстве случаев любой, кто баловался такими зловещими секретными техниками, испытывал прогресс в своем уровне культивации, сужающийся после этого первоначального рывка, а затем обнаруживал, что он не может прогрессировать вообще. Таким образом, техника, описанная в высшем иньском искусстве, во время которой кто-то вводил дьявольскую ци в свое тело для улучшения прогресса культивации, был лучшим вариантом для второй зарождающейся души. Использование такого метода для принудительного введения дьявольской ци в свое тело могло позволить дьявольскому культиватору преодолеть узкие места за чрезвычайно короткое время, тем самым значительно увеличивая их уровень культивации. Однако эта техника также имела сопутствующие последствия. В лучшем случае тело и внешний вид культиватора будут изменены дьявольской ци под воздействием процесса девалификации, а в худшем случае можно полностью потерять рассудок и превратиться в мерзкое существо, наполовину человек, наполовину демон. Таким образом, это был чрезвычайно опасный метод для обычных культиваторов. Однако этот риск не распространялся на вторую зарождающуюся душу. У него был дьявольский труп, и он знал технику культивации из техники великого развития, что позволило ему гораздо более эффективно противостоять последствиям этой техники и не потерять рассудок. Таким образом, связанный с этим риск был значительно минимизирован. Когда вторая зарождающаяся душа покинула его, она была только на ранней стадии зарождающейся души, но за столь короткое время она уже достигла средней стадии. Если только она не наткнулась на какую-то другую чудесную возможность, она, скорее всего, уже использовала эту технику. Долина падения демонов была местом, где появился высший демон много лет назад, поэтому не было бы сюрпризом, если бы в некоторых местах осталась дьявольская ци. Хань Ли сидел и медитировал на вершине безымянной горы около суток, постоянно обдумывая ситуацию со второй зарождающейся душой и пытаясь предсказать ее следующий шаг. В конце концов он действительно смог предугадать ее действия, дьявольская бездна тысячи глубин. Хань Ли внезапно открыл глаза, пробормотав про себя холодным голосом. Лазурный свет вспыхнул над его телом, и он метнулся вдаль. 2 дня спустя Хань Ли уже покинул долину падения демонов и с невероятной скоростью направлялся к 7 духовным островам. Согласно высшему иньскому искусству, требовало около года, чтобы завершить начальную стадию процесса, во время которого человек вводит дьявольскую ци в свое тело. Он не хотел опоздать и все-таки сохранить возможность спасти свою вторую зарождающуюся душу. Почти в то же самое время фигура в черной одежде в дьявольской бездне тысячи глубин, казалось, поняла, что Хань Ли, возможно, предсказал ее местонахождение. Однако она была на переломном этапе своей культивации и не могла покинуть дьявольскую бездну. Кроме того, из-за того, что зарождающаяся душа боялась обнаружения своего местоположения, она скрывалась на протяжении всего пути от долины падения демоном до дьявольской бездны тысячи глубин, не взаимодействуя по пути ни с кем из культиваторов. Таким образом, она упустила возможность услышать чрезвычайно важную информацию и все еще не знала о том, что Хань Ли достиг поздней стадии зарождающейся души. Неудивительно, что зарождающаяся душа пренебрегла этой возможностью. В конце концов, даже сам Хань Ли думал, отправляясь в Великий Цзинь, что ему понадобится не менее 300 лет, чтобы перейти на позднюю стадию зарождающейся души. Вторая зарождающаяся душа явно не смогла предсказать, что Хань Ли внезапно чудесным образом перейдет на позднюю стадию. Таким образом, он все еще вычислял скорость Хань Ли на основе того, что он ожидал от культиватора на средней стадии. По его оценкам, даже если Хань Ли сумел сразу определить, что он находится в дьявольской бездне тысячи глубин, ему все равно понадобится 2 месяца, чтобы добраться до этого места. Между тем, он уже находился на последней стадии введения дьявольской ци в свое тело, и ему потребовалось бы чуть больше месяца, чтобы завершить процесс. Вот почему, хотя зарождающаяся душа чувствовала себя неловко, но все равно рискнула и осталась в дьявольской бездне. В конце концов, если бы он потерпел неудачу в этом случае, ему было бы чрезвычайно трудно вернуться в дьявольскую бездну сейчас, когда Хань Ли знал о ее плане. Таким образом, зарождающаяся душа приняла окончательное решение. Она решила остаться в дьявольской бездне в течение 1,5 месяцев. К этому моменту, независимо от того, добьется она успеха или нет, она собиралась немедленно покинуть пропасть. Имея полмесяца в запасе, она была уверена, что сможет сбежать до прибытия Хань Ли. Имея это в виду, зарождающейся душе удалось успокоиться и продолжить поглощать дьявольскую ци в своем теле.
Однако после достижения поздней стадии зарождающейся души Хань Ли был способен путешествовать вдвое быстрее, чем на средней стадии, тем самым завершив путешествие, которое должно было занять более 2 месяцев всего за месяц. Он прибыл на 7 духовных островов. В прошлом Вэй Уэ и другие подарили ему один из этих 7 островов, остров Духовной Черепахи, за его усилия по подавлению дьявольской ци, и он передал этот остров во владение своей секты. Таким образом, на этом острове должны быть ученики секты дрейфующих облаков. Имея это в виду, Хань Ли больше не спешил к дьявольской бездне. Вместо этого он направился прямо к острову Духовной Черепахи. Полоска лазурного света вспыхнула в воздухе, и он спустился на небольшую гору на острове. Он сел, скрестив ноги на массивной скале, высвободив свое невероятно сильное духовное чутье. Остров, размером в несколько сотен километров, был мгновенно полностью просканирован его духовным чутьем, и в то же время он обнаружил 2 поселения культиваторов. Губы Хань Ли дернулись, и он сказал что-то очень тихим голосом, оставаясь сидеть на месте с равнодушным выражением на лице. Между тем, на острове Духовной Черепахи оба поселения культиваторов пришли в движение. Вскоре 2 группы культиваторов вылетели из 2 разных направлений прямо к горе, на которой находился Хань Ли. Хань Ли не собирался вставать и просто равнодушно смотрел на этих культиваторов. Внезапно в его глазах появилось удивление. В этот момент 2 группы культиваторов уже поднялись в воздух над горой и, узнав Хань Ли, поспешно спустились сверху. «Мы приветствуем великого старейшину Ханя». Все культиваторы вышли вперед и глубоко поклонились. 2 человека, возглавлявшие группы, были культиваторами формирования ядра. Один из них был мужчиной в желтой одежде с маленькими глазами и густыми бровями, в то время как другим была женщина, которой было чуть больше 30 лет. Дюжина или около того культиваторов, сопровождающих их, также были на стадии заложения основ. Значит, это и правда ты. Давно не виделись, похоже, ты также достиг стадии формирования ядра. Хань Ли неожиданно повернулся к культиватору в желтом с улыбкой на лице.